Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня у нас в гостях вот такая замечательная, милая девчушка в таком стильном, модном джемпере. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Я подготовила мастер-класс по вязанию этого джемпера. Будет у нас с вами и схема, и выкройка, и попетельное описание. И мы с вами пройдем все детально, свяжем и узорчик, разберем все моменты по выкройке, как нам рассчитать плотность горизонтальную, вертикальную. То есть все, девочки, с нуля, чтобы вы смогли без проблем связать эту замечательную вещицу. Итак, давайте начнем с выбора пряжи для данного джемпера. Для вязания этого джемпера я предлагаю пряжу Yarn Art Silk Royal. 50 грамм 140 метров, 35% шелка, 65 шерсти мериноса. Это вискозный шелк, натуральное волокно. И у нас цвет 447, беленький такой, турецкая пряжа. Очень мягкая, шелковистая, приятная скруточки, девочки. Очень приятно из нее вязать. Она немножечко пушится даже. Вот. Необыкновенной мягкости получается вязаное полотно. В общем, все как в лучших домах Парижа. Короче, реально хорошая вещь. Я из нее уже в последнее время очень много предлагаю вязать мастер-классов. Вот. Ну, а теперь про узор. Над узорчиком пришлось мне потрудиться. Ой, мусолила этот узорчик. Несколько раз распускала. И, наконец-то, в общем-то, надеюсь, что сходство с оригиналом значительное. Вот. И меня все устроило. Очень мне понравилось вязать этот узор. Занимательное такое вязание получается. Но действительно, узорчик я такой еще никогда не вязала. Приятный очень узорчик, мои хорошие. Мне все понравилось. Средней трудности он, я бы даже сказала, ближе к легкому такому уровню начинающего мастера. Так что попробуйте, не пожалеете. Схемочка тоже я ее перерисовала значительно. Взяла за основу я схему похожую и немного ее переделала. Ну, вернее, там много я переделала, почти половину схемы переделала. Вот. Догадалась, как сделать так, чтобы у нас все сходилось. Вот краешки как вязать тоже, там внесла изменения, там тоже были нюансы. В общем, надеюсь, все получилось. И давайте сейчас посмотрим эту мою переделанную схему. И, в общем-то, будем вязать естественный узор, как всегда у меня. Полноценный мастер-класс с попетельным расчетом, с определением плотности. То есть все мы с вами досконально, девочки, проработаем, чтобы вы начали без проблем вязать этот джемпер. Хочу начать я, мои хорошие, еще прежде чем вы посмотрите схему выкройку, с того, что, как вы успели заметить в самом начале видео, да, джемпер у нас можно вязать двумя вариантами. Либо мы вяжем его как обычный горловина, такая у нас с вами полукруглая, да, либо мы с вами его вяжем вот с таким моднячим вырезом на спинке, да, вот такой V-образный вырез горловины, очень красивый, стильный вариант, но не каждому подходит. Все-таки это больше что-то такое молодежное,
сексуальное. Но вообще-то красиво очень смотрится, действительно весьма стильно. Так, и давайте, значит, выкройка. Смотрите, моя хорошая, выкройку подобрала на 4 размера. Будем их использовать. Первый размерчик, как видите, у нас свободный крой, да, и поэтому ширина на 44-46 размер будет 50 сантиметров. Ширина спинки и переда. Вот, на 48-50 размер у нас будет ширина спинки 56 сантиметров. Вот, тоже свободный крой. Вы обязательно эти циферки корректируете. Так, далее. Смотрите, у меня здесь нет V-образного вот этого выреза, но я о нем подробно рассказываю, и даже в описании он у меня присутствует как вариант, один из вариантов вязания. Да? Мы будем скос с вами расчет делать этого V-образного выреза в конце видео. Кому интересно, пожалуйста, смотрите. Ну, как всегда, у нас в конце видео расчет плотности. Я вам прям показываю на счетной машинке, как это все посчитать. Очень элементарные действия, да, для начального класса. Так, также мы там рассматриваем, что такое вертикальная плотность и на что она влияет. Пожалуйста, обязательно обратите внимание на мои объяснения в конце видео, когда мы свяжем образец. И если всерьез соберетесь вязать этот джемпер, обязательно посмотрите, как вязать образец, какие там нюансы, там есть кое-какие нюансики. Вот. И, в общем-то, как делать расчеты, пожалуйста, не поленитесь. Сейчас я вам покажу схемочку. Схемочка у нас выглядела первоначально вот таким образом. Я ее переделывала. Вот так выглядела схема, которую я нашла. Да? Вот это красным квадратиком это я раппорт обвела. И, в общем, я ее переделала, мои хорошие, поскольку она не совсем соответствует тому узору, который у нашего джемпера. Переделала ее, и она теперь вот такой имеет вид. Видите? Ну, я здесь, в общем-то, как смогла, сделала аккуратно. Значит, смотрите, условные обозначения у нас здесь будут. Смотрите, вот этот вот знак, это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Горизонтальная черточка изнаночная, пустой квадратик лицевая, кружочек накид. И вот такой значок, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и с наклоном влево, да, соответственно. Все, мои хорошие, больше здесь нет никаких сложностей. Раппорт узора составляет 18 петель и 30 рядов. Все, будем вязать вот по этой схеме переделанной. Ну, вот эту схему, которую я вам первоначально показала, по ней тоже можно вязать, но там немножко будет по-другому выглядеть узор. Не буду рассказывать сейчас, что и как. Все вы поймете сами, когда сравните эти две схемы. Так, здесь у нас, значит, обязательное условие при вязании этого узора. Добавляем одну петлю на крайний раппорт справа, обязательно, иначе не получится у нас с вами узор. И, в общем, изменяем последний раппорт. Тоже здесь вот идут у нас не 3 вместе лицевой, а 2 заменяем значки вот эти. Так, и, в общем-то, серединный раппорт у нас будет вязаться именно вот по этой схеме. Пожалуйста, обратите на это внимание, иначе у вас не совпадет количество накидов сделанных и количество вот этих лицевых провязанных вместе. Все, собственно, все, что я хотела вам сказать. Сейчас я вам показываю описание, которое вчера составила. Сейчас мы его откроем. Вот так оно выглядит. Это описание я располагаю под видео, поэтому зачитывать я его не стану. Спицы используем 3,5. Количество используемой пряжи будет зависеть от вашего размера. Приблизительно 400-500 грамм белой пряжи. Плотность определяем в конце видео. Смотрите внимательно. Описание
не буду зачитывать все вот эти нюансы, почему здесь 5 рапортов, почему здесь какие-то изнаночные добавляются. Пожалуйста, все объяснения, все попетельные расчеты в конце видео после того, как свяжем узор и определяем плотность. Обратите на это внимание. Там же про вертикальную плотность говорю, что это такое. Теперь, вот этот момент, если вы желаете выполнить V-образный вырез по спинке, вот это вот все я рассказываю, почему именно 20 петель и так далее, в каком ряду, через какой промежуток расстояния мы будем делать убавочки по вырезу. Все рассказываю и обосновываю в конце видео. Вот, это один из вариантов такое вязание у нас. Вы как видели на фотографии, да, можно носить этот вырез как спереди, так и по спинке. Очень сексуально и нежно так выглядит на девушках, подчеркивает их женственность, да. Так, ну и в общем по сборке здесь обвязываем вырез горловины 2-4 рядами резиночкой 1 на 1. Все, там совсем прям тонюсенькая у нас выглядит. Вот смотрите, сейчас приближу. Да, смотрите, видите? Такое прям несколько рядочков. 2-4, так я подумала, будет. Так, ну а так, мои хорошие, в принципе, джемперочек очень-очень мне понравился. Прям заинтересовал необычайно. Узорчик, даже не пожалела, потратила кучу времени, чтобы подогнать, ну, схему составить, скажем так, похожий на оригинал. Так, ну а сейчас давайте приступим к вязанию нашей красоты. Вяжем образец этого узора. Для вязания я, значит, буду использовать вот такую схему. Здесь 2 раппорта. Первоначально схема выглядела вот таким образом. Я ее немного переделала, да, то есть вот из этого я сделала вот это, да, и это все вот увеличила для удобства вязания. Поэтому, мои хорошие, вот это у нас будет схемочка такая. 18 петель у нас раппорт, плюс 1 петля добавляется справа для симметрии. И 30 рядов в высоту. Набираем с вами 39 петель для вязания образца. Вот я уже его начала вязать и 1 раппорт связала. Честно скажу, распускала его целых аж 2 раза. Вот на 3-й получилось то, что получилось. В общем-то, похоже достаточно сильно, поэтому давайте начнем с вами. Набирайте, девочки, 39 петель, начинаем первый ряд. Петельки будем сейчас с вами распределять первого ряда. Итак, первая у нас идет кромочная. Начинаем. Первая лицевая, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 вместе, лицевой, с выделением центральной петли. Я меняю первую и вторую петельки местами. У меня вторая поверх первой. И провязываю 3 вместе лицевой. Дальше идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, лицевая. Смотрите, это первый был раппорт, начинается второй раппорт. Накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Далее идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная,
лицевая, изнаночная, накид, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. Так, теперь что касается четных рядов изнаночных, смотрите, здесь будет такая особенность. В общем-то, мы их вяжем, как смотрят петли, но накиды мы будем провязывать каждый раз индивидуально. И я буду подчеркивать, как мы провязываем в том или ином изнаночном ряду накид. Вот конкретно сейчас второй ряд мы вяжем, как смотрят петли. Как смотрят петли вяжем. Так, приступаем к вязанию третьего ряда. Вяжем. Значит, сейчас у нас идет изнаночная, изнаночная. Делаем с вами накид, еще одна изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Так, связали. Дальше идет опять лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Делаем накид, 3 изнаночные. Делаем снова накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Я перестала, девочки, говорить, где у нас тут раппорт первый заканчивается, второй начинается. У вас перед глазами будет схемочка, моя хорошая. И вот эта черточка, да, это и есть то самое разделение первого раппорта от второго раппорта. Смотрите, вот эта петля для симметрии добавлена не случайно, да? Обращайте внимание, что раппорт у нас, вот этот раппорт будет отличаться от раппорта центрального, то есть между раппортами, которые располагаются, то есть крайние раппорты имеют некоторые отличия, и, в общем-то, обязательно присматривайтесь к схеме. Провязали 3 вместе лицевой, далее вяжем опять лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Делаем с вами накид и вяжем 2 изнаночные. Кромочная, тоже изнаночная. Вот так. 2 раппортика у нас здесь, да? Смотрите, сейчас у нас будет с вами 4-й ряд, и в нем накиды будут провязываться лицевыми петельками, так, чтобы здесь получилась изнаночная гладь на лице. Так, 5-й у нас с вами ряд. Первая петля у нас идет для симметрии, мы ее вяжем лицевой, далее начинается раппорт. 2 лицевые, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Опять изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, делаем накид и вяжем лицевые петельки. 1, 2, 3, подчеркиваю раппорт, заканчивается, начинается 2, 4, 5, делаем накид, и у нас снова идут изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Отлично. Дальше опять идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, делаем накид и 3 лицевые идут по схеме, кромочную вяжем изнаночной. Так, в 6-м ряду мы будем с вами вязать все накиды изнаночными петельками. У нас с вами 7-й ряд. 7-й ряд.
Вяжем. Значит, первый для симметрии идет у нас изнаночная. Начинается раппорт. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Делаем накид. Снова изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Делаем накид и вяжем изнаночные петли. 4 петли изнаночные. 1, 2, 3, 4. Это для первого раппорта. И 3 еще изнаночные. Начинается второй раппорт. 1, 2, 3. Накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Опять продолжаем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее у нас идет накид и 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Кромочную вяжем изнаночной. Отлично, связали. Смотрите, мои хорошие, в изнаночном ряду накиды будем с вами вязать лицевыми. 9 ряд. Первый у нас петля идет для симметрии, вяжем ее лицевой и раппорт начинаем. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. Изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Далее идет опять изнаночная, лицевая, изнаночная. И делаем накид и вяжем. Значит, в первом раппорте получается 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И второй раппорт вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Продолжаем второй раппорт. Накид, изнаночная, лицевая, изнаночная. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Делаем накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную вяжем изнаночной. Так, в 10 ряду накиды мы будем провязывать изнаночными. 11 ряд. В 11 ряду, смотрите, мои хорошие, начинаем вязать, значит, с изнаночной, это для симметрии, и раппорт наш. Вяжем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, еще одна изнаночная, делаем лицевую и 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Так, делаем лицевая, накид, ой, вру, девочки, лицевая, изнаночная, накид. И, значит, в этом раппорте у нас получается 6 изнаночных вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И на следующий раппорт, второй, у нас 5 изнаночных. Продолжаем. Второй раппорт. 1, 2, 3, 4, 5 изнаночных. Делаем накид, изнаночная, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, опять лицевая, изнаночная, делаем накид, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных. Считать разучилась. Так, все отлично, 6 изнаночных.
кромочная тоже изнаночная. Провязали 11 ряд, переворачиваем в 12 ряду, накиды мы провязываем лицевыми. 13 ряд у нас. Первая петля лицевая. Для симметрии начинаем раппорт. Сейчас скажу, сколько будет лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 лицевых. Запишу здесь 6. 6 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Дальше накид, изнаночная. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова изнаночная, накид. И в этом раппорте вяжем лицевые. Сейчас скажу сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. 7 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7. Второй раппорт. Продолжаем вязать лицевые. И у нас их будет 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Накид, изнаночная, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Изнаночная, накид. И 7 получается лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Кромочную вяжем изнаночной. Переворачиваем 14 ряд у нас с вами. Накиды мы будем вязать изнаночными. Так, мои хорошие, смотрите, 15 ряд. И здесь будут сейчас такие вещи происходить. Мы будем сейчас в шахматном порядке менять расположение узоров. И вот это вот для симметрии лицевая нам очень пригодится для того, чтобы мы могли безболезненно делать 2 вместе лицевой вязать. У нас здесь по узору идет накид, да? Вот для этого нам понадобилась вот эта дополнительная лицевая справа. И именно вот этот раппорт по схеме, вот эта часть будет характерна для крайне правого раппорта. Да? А вот эта часть будет характерна для крайне левого раппорта. А по центру, мои хорошие, вы будете вязать вот этот раппорт, где у нас 3 вместе идут. Тут у нас сейчас будут 2 вместе идти, чтобы узор не сбивался, количество петель оставалось неизменным, 18, да? Вот для этого мы добавляли эту симметрию, эту лицевую справа. Итак, сейчас будьте внимательны, переходим как бы на новый виток. Начинаем. Так, у нас идут сразу с вами 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Ну, я вяжу бабушкиным петельками, поэтому у меня вторая петля поверх первой, я их вот так меняю и провязываю 2 вместе лицевой. Так, далее у нас идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, снова лицевая, делаем накид, центральная лицевая, опять накид, далее идет далее идет лицевая, дальше идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Это мы уже умеем делать, да? Дальше у нас идет опять лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, провязываем лицевая, накид, лицевая, опять идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочную вяжем изнаночной. Все, отлично. Теперь у нас с вами 16 ряд вяжем, как смотрят петли, а накидики мы будем вязать с вами изнаночными.
Итак, 17 у нас с вами ряд. Вяжем. Итак, сейчас у нас с вами первая кромочная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это у нас для симметрии идет. Так, и начинается раппорт. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Делаем накид, лицевая, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 вместе лицевой с наклоном, с выделением центральной петли, 3 вместе лицевой с центральной петлей, так. Далее идет опять изнаночная, это уже второй раппорт пошел, изнаночная, лицевая. В общем, повторяем: изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Делаем накид, лицевая, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочную вяжем изнаночной. Вот так. Так, вырисовывается интересный. 18 ряд, накиды будем вязать изнаночными. Так, 19 у нас ряд. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняю петельки местами. Так. Дальше у нас идут с вами лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Делаем накид и 3 изнаночные. 1, 2, 3. Делаем снова накид, вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Дальше опять идет уже второй раппорт начался: лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 изнаночные, вру. Накид я забыл сказать, да? Провязали изнаночная, накид и 3 изнаночные. Засмотрелась не туда. Опять накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочную вяжем изнаночной. В 20 ряду будем провязывать накиды лицевыми петельками. 21 ряд у нас с вами. Мы вяжем, значит, за раппортом 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И далее я вяжу изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, и пошли у нас изнаночная, накид, и пошли у нас лицевые петельки. Их должно быть 5. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Так, и второй раппорт пошел: изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Делаем накид. Дальше идут 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая,
Так, изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочную вяжем изнаночной. Все. Так, 22 ряд у нас с вами. Накиды будут провязываться изнаночными. У нас с вами 23 ряд. Вяжем, как всегда, за раппортом 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее у нас идут с вами лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид. И дальше идут изнаночные. Сейчас скажу, сколько их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем накид, вяжем изнаночная, лицевая и изнаночная, лицевая и 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. И далее у нас идут опять второй раппорт: лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Делаем накид и 7 лицевых изнаночных, девочки, вру, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отлично. Делаем накид и вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И у нас с вами 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это у нас последний раппорт, всегда левая, будет так вязаться окончание. Так, отлично, связали. Так, у нас в 24 ряду будет провязываться накид лицевой петелькой. Так, мои хорошие, 25 ряд у нас с вами. Мы вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Значит, это у нас за раппортом. И раппорт начинается. Да? Начинаем, значит, изнаночная, лицевая, изнаночная. Делаем накид. И у нас сейчас будет много лицевых. Я их буду просто считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 лицевых делаем накид и вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Провязали раппорт. Второй раппорт: изнаночная, лицевая, изнаночная. Делаем накид и снова 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Делаем опять накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочную вяжем изнаночной. В 26 ряду мы будем накиды вязать изнаночными. 27 ряд. Так, у нас первые 2 вместе лицевой с наклоном вправо за раппортом вяжем. И раппорт начинаем лицевая, изнаночная, накид. И далее у нас идут изнаночные. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Делаем накид, изнаночная, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Это раппорт провязали. Второй раппорт вяжем лицевая, изнаночная, делаем накид и снова 11 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Делаем накид
изнаночная, лицевая, и 2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочной вяжем изнаночной. Так, 28 ряд переворачиваем. И накиды у нас в 28 ряду будут провязываться лицевыми петельками. 29 ряд у нас. Так, и мы вяжем с вами, значит, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это за раппортом. Начинаем раппорт. Изнаночная, накид. И далее идут лицевые петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Делаем накид, изнаночная. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Провязали 1 раппорт, вяжем 2. Изнаночная, накид. И далее опять 13 лицевых. Так. 13 лицевых, накид. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочную тоже вяжем изнаночной. Так, и 30-й последний ряд в раппорте. Мы переворачиваем, я вам скажу, мы вяжем накиды изнаночными. Так, и после всего этого повтор идет с 1-го ряда. Девочки, сейчас наша задача с вами сделать влажно-тепловую обработку нашего образца. Мы будем сейчас с вами определять плотность вязаного полотна. Так, утюг и горячий пар. Отлично. А теперь начинаем вот таким образом с вами наше полотно, насколько это возможно, в разные стороны потянем его, да, и дадим ему принять ту форму свободную, так как она у нас будет, собственно, в изделии уже смотреться, да. Я не буду ничего отутюживать ни в коем случае. У нас здесь очень рельефный узорчик, красивый, и пусть он сохнет. Сейчас наша задача измерить ширину и высоту связанного образца. Смотрите, я, значит, прикладываю нашу линеечку, да, 22 сантиметра у меня получается, 21,5. Если быть честнее. Так, здесь вот тоже в свободном, не вытянутом состоянии меряем. Так, 21, 21, 21,5. Ну, в общем, в разных местах 21, везде 21. Так, и мы давайте посчитаем. 39 у нас набиралось петелек на образец, на 21, 1 и 8. Там было даже 21,5. Хорошо, 39 поделить на 21,5. 1,8, девочки. Будем писать 1,8. Так, и я пишу, что в 1 сантиметре у нас с вами получилось 1,8 петель. Отлично. Теперь наша задача посчитать вертикальную плотность. Для этого нам нужно измерить образец, высоту. Вот он у нас свободно лежит. Ничего мы с ним не делаем. Волнистый он у нас край. И мы вот все-таки вот так сделаем. Выровняем его 22 сантиметра. Быть точнее, 22 все равно. 22 сантиметра. Так. И у нас здесь с вами 2 раппорта я связала по 30 рядов. Это получается 60 рядов. 60 рядов поделить на 22 сантиметра. 62,7. Огромнейшая плотность. Запишем в 1 сантиметре 2,7 ряда. Тоже нам понадобится. Но это за счет такого особого узора, девочки. Здесь у нас резиночка идет
и в ширину, да. И здесь вот она у нас идет. Ну, конечно же, мы можем, ну, прямо очень сильно вот так все вытянуть, но все-таки носиться-то он будет вот в таком состоянии, согласитесь, да? Он же не будет у нас в вытянутом состоянии. Давайте я широкую часть, все равно 22. Вот, понимаете, 22 и все. Хоть как-то тут лопни. 22. Так, сантиметра. Все, это мы все сделали. Сейчас вы по выкройке будем составлять описание. Так, мои хорошие, вот такая выкроечка у меня для данной модельки. Здесь два размерчика указаны. Значит, первый размерчик это 44-46, а второй размерчик где-то на 50 размер. 50. Так, и мои хорошие, как вы видите, очень свободное облегание, да, 50 сантиметров у нас получается ширина переда и спинки. И, в общем-то, обычная классическая выкройка с рукавчиком. У нас окат есть, пройма есть, все как положено, да. Единственное, что я хотела бы подчеркнуть, я не буду делать вот такой вот вырез V-образный, да, как у нас на модели. Я сейчас вам расскажу, как этот скос посчитать. Вот. Но буду делать классический вариант джемпера, мои хорошие, вот так. Я вам расскажу, вы сможете для себя это сделать, но в описании будет использоваться классический, значит, вот именно по данной выкройке. А сейчас начнем с самого начала. Мы будем определять, сколько петель нам набирать по спинке и переду. И смотрите, 50 сантиметров мы умножаем на нашу плотность 1,8 по горизонтали. Это 90 петель. Записываем 90. Теперь, зная схему, у нас с вами 18 петель. Раппорт узора. Мы делим на 18. Нам надо знать, сколько целых раппортов у нас умещается в наших петельках. Мы 90 делим на 18. Получаем 5. Целое число 5. Вот я записала. 5 раппортов у нас с вами умещается. Так, и рисую я схематично, чтобы вам было понятно, как это выглядит. Представьте, что это вы набрали петли. И как у вас размещаются узоры. 5 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5. 5 раппортов по 18 петель. Начинаете по схеме с первого. Вот так у вас будет начинаться. Первый раппорт узора будет вот так у вас начинаться. Не забывайте про эту одну петлю для симметрии справа. Я ее пишу как одна петля у нас справа обязательно, иначе не получится узор. Запутаетесь здесь с накидами и так далее. Так, далее. Значит, серединный раппорт у нас будет вязаться вот именно где 3 вместе лицевой вяжется, да, и заканчиваться у вас будет раппорт именно так, как вот здесь у меня закончен край. Мы его с вами вязали. Именно так заканчиваться, как здесь. То есть здесь 2 вместе лицевой вяжутся. Не 3, а 2. И здесь тоже 2 у нас идут вместе лицевой. Так, и поэтому у нас получается еще одна кромочная справа, одна кромочная слева. Итого у нас добавляется 3 петли. То есть итоговое число 93 петли. Будем набирать с вами. Не 90, девочки, а 93. По-другому никак не получится. Так, дальше. Значит, пройдемся сразу с этой плотностью горизонтальной. Как определить, сколько петель на горловину? Смотрите, по выкройке это число 11. Половинчатый размер, то есть 22 сантиметра горловина. Также умножаем на плотность 1,8. Вот смотрите, 39 и 6. Ну, давайте запишем сейчас. Значит, вначале 39, а там будет видно. Это такая еще сырая цифра. Так, теперь первый размер, это на наш размер, который мы сейчас обсчет ведем. Значит, 9 сантиметров плечо. Давайте посчитаем. 9 на 1,8.
плотность. Это 16 петель. Записываем. Тоже сырое число пока. Дальше. Глубина проймы 5 сантиметров. Считаем, сколько будем убавок делать по пройме. 5 умножаем на 1,8 плотность. 9 петель по пройме идут. Так. А теперь делаем контрольный выстрел. Что это значит? Надо, чтобы в сумме вот эти числа дали нам 93 петли, да? И мы там подкорректируем. Давайте. Стреляем, да? Пройма. Начинаем с проймы. 18 петель. Справа и слева по 9 петель. 18. Плечо 16 и 16. 32. И у нас с вами на горловину 39. Так. Смотрите, мои хорошие, не получается. Мы же с вами 3 петли добавили, да? Не получается. У нас 90 не бьется. Так, что будем делать? Нам надо добавить 3 петли. Давайте добавляем на плечо. Добавляем одно плечо, 1 петля. Второе плечо, 1 петля. И здесь будет у нас не 39, а 40. Сейчас должно все биться. Контрольный выстрел. Так, начинаем проверку. Значит, вычитаем из наших 93 петель, вычитаем 18 петель пройма для 2 рукавов, вычитаем 17 и 17 плечо, 34 петли, и вычитаем горловина. 41 осталась на горловину. Вот мы ее сюда и запишем. 41. Все. Вот такой окончательный расклад у нас получается. Вы также, девочки, поступайте. Я вам просто рассказала. Здесь рассчитали. Теперь к рукаву обращаемся. По низу нам надо с вами 25 петель. Ой, 25 сантиметров. Планка 25 мы умножим на плотность 1,8. 45, это тоже черновой такой вариант. 45 сантиметров у нас с вами будет 45 петель по низу будет набираться. Теперь в самой широкой части рукава также 17,5 на наш размер. Это половинчатый размер. 17,5 умножить на 2, 35 сантиметров. Обхват руки так в самом широком месте. И мы умножаем на плотность 1,8. 63 петли приходится вот сюда. То есть это к чему я вам говорю, мои хорошие? 63 петли достигаем, начинаем формировать окат рукава. Вот это вот я имею в виду. Так, а теперь нам надо с вами узнать, сколько же у нас с вами по скосу, на скос будет прибавок петель. Скос расчет делаем, да? Как это мы сделаем? Мы с вами из 63 самой широкой части вычитаем 45 самой узкой части, получаем 18 петель. Поскольку у нас справа и слева будет равномерно прибавки идти, то есть это число мы делим на 2, по 9 петель прибавок. Я пишу плюс 9 петель. Как нам сделать расчет, через какой равномерный промежуток времени, расстояния будет у нас прибавка вот этих вот петель? Распределить равномерно и симметрично. Наша сейчас задача. Так, как нам это сделать? Давайте пойдем пока не таким путем. Это мы вот у нас с вами черновой расклад получился. Нам надо с вами вот здесь по низу расположить красивый узор. Вот мы связали с вами планку. Ну, скорее всего, здесь не будет 45 петель на планку, а будет четное число. У нас же резинка с вами. Правильно? 1 на 1, там 2 на 2, какой вы захотите. Предположим, у нас будет набираться 42 петли. Обычно меньше берется на резинку, чтобы потуже было, да? 42 петли. Так, и дальше мы переходим на узор. Узор нам тоже надо с вами красиво расположить. Предположительное число 45 петель. 45 поделим на наш раппорт 18. Нам тоже надо выделить целое число раппортов. У нас не получается целое число. У нас вот два раппорта всего целых. Остальное неизвестно.
Так, и мы с вами вот так будем поступать. Предлагаю вам сразу сделать большую прибавку здесь. На 3 раппорта. Смотрите, 3 умножить на 18, 54 сантиметра. То есть я предлагаю планку и сразу широкий рукавчик делаем на 50. Сейчас скажу, сколько петель. Так, 3 раппорта по 18, это будет 54, плюс 1 петля для симметрии, плюс 2 кромочные, да? И это у нас получается 57 петель, мои хорошие. 57 петель. Так, 57 петель окончательный вариант. После, значит, планки нашей резинкой мы равномерно будем прибавлять целых 15 петель. И вот здесь я пишу 57 петель у нас будет. И вот теперь окончательный вариант у нас будет вот так выглядеть. 63 петли в самой широкой части рукава, отнять 57 петелек узора. По узору будет всего 6 петель прибавляться. То есть 3 петли справа, 3 петли слева. Вот видите, как мы решили вопрос, сконструировали вот таким образом. Я пишу плюс 3 петли. А теперь вот эти 3 петли надо равномерно прибавить справа и слева. Вы, конечно, можете сделать по-другому, мои хорошие. Не следовать моей логике, вот эти вот 15 петель прибавки и так далее. Не нужно. Можете свое сделать, да? Хотите 2 раппорта и там, в общем, прибавочки делайте равномерно, как положено. Вот я вам предлагаю свою версию, рассматриваю, чтобы прям широко так вот на рукавчике сразу. Это модно сейчас, красиво смотрится. Так, а нам с вами надо 3 петли распределить равномерно. Сейчас нам понадобится вертикальная плотность. Смотрите, от планки до оката у нас высота рукава 39 сантиметров. Вот эти 39 сантиметров мы умножаем на вертикальную плотность. Она у нас 2,7. 105 рядов. Я пишу. Вот 39 сантиметров, это по нашим расчетам 105 рядов занимают. А теперь эти 105 рядов поделим на 3. Получается, через 35 рядов у нас будет с вами делаться прибавки. Я пишу через 35 рядов. То есть в каждом 35 ряду вы делаете прибавку с одной стороны, справа и слева по одной петле одновременно. Потом еще 35 провязали, еще по одной. И так 3 раза. Понятно, да? Понятно. Отлично. Также вы аналогично, мои хорошие, поступайте с большим размером. В общем, здесь все вам карты в руки. То же самое касается расчета вертикальной плотности, значит, всей длины изделия. Смотрите, у нас длина изделия, сейчас мы посчитаем ее, составляет 10 сантиметров планка, плюс до проймы 30,5 и плюс сама пройма 20 сантиметров. Получается общая длина джемпера 60,5. 60,5 сантиметров умножим на нашу вертикальную плотность 2,7. У нас получится, ну, грубо говоря, 163-164 ряда на 2,7. Давайте напишем 162 ряда. Не люблю я вот эти нечетные цифры. 162-164 ряда приблизительно. Так. И что это значит? Это значит, что вы будете свое изделие мерить не рулеткой, не сантиметрами, да, а рядами, чтобы после стирки ваше изделие не вытянулось. То есть, смотрите, связали планку, считаем, сколько до проймы. Вот у нас есть величина 30,5. Да? Мы вот эту величину 30,5 сантиметров высоты умножим на 2,7 плотность, получим. Смотрите, пройма начнется у нас на высоте 82 рядов от планки. То есть я пишу 30,5 сантиметров, это 82 ряда. Вот свяжете планку, потом 82 ряда узором и начали убавочки в пройме.
Вот таким образом расчет строится. Также с горловиной. Сейчас у нас вот тут 44,5, да? 44,5 это до горловины переда. Ну, давайте я на примере покажу. 44,5. Сейчас 44,5 я умножаю на плотность 2,7 по вертикали, 120 рядов. То есть вот эта вот величина 44,5 составляет у нас 120 рядов. Сантиметр перевели в ряды. И начинаем вырез горловины по переду на высоте 120 рядов. Аналогично считаете по спинке также. Вот так. Вот такой расклад. Что нам делать, если у нас не умещается целое число раппортов? Вот как у нас для 50 размера, да? Что делать? Вот у нас 100 петель здесь, 100. Вот ни туда, ни сюда, то есть целых раппортов нет. Мой вариант такой. Смотрите, 100 петель поделим на 18 раппортов. Число петель это 5,5. То есть мы будем также делать, девочки. Вот у нас с вами уйдет 93 петли на все про все. И не хватает у нас 7 петель. Да, 7 петель. Ну, мы, в общем, посчитаем не 100, а 99, давайте, петель. Одна петля ничего не решает. Почему я так сделала? Потому что нам надо, чтобы было также нечетное число. И теперь из 99 мы отнимем с вами 93. 6 петель нам надо прибавить до 50 размера, чтобы дотянуть. Тут, наверное, 48 рядом встал в очередь. Где 50, там... И вот я, собственно, это объяснение строю сейчас и для 48-го также, включительно. Смотрите, мои хорошие, я прибавку вам рекомендую сделать плюс 3 изнаночные справа, плюс 3 изнаночные слева. Вот так. Понимаете? То есть мы с вами также будем располагать под центральной, у нас получается симметрия в узоре, а эти 3 изнаночные справа и слева, они будут малозаметны. Посмотрите, у нас здесь много изнаночных, да, и они никакой особой роли не сыграют, как амортизатор будет справа и слева такой, знаете, сужающий. Хлоп, и представьте себе, да, спиночек по спиночке сделаете, шовчик, и все. То есть по бокам сделайте шовчик, и все. Будет красиво смотреться. Аккуратно, если шовчик сделать, вообще ничего будет не заметно, как будто так и должно быть. В общем, вот такое вот мое предложение. Аналогичным образом вы можете посчитать на любой размер. Обязательно корректируйте выкройку под себя, под свои мерочки, потому что рост у нас у всех разный. Может быть, вы планку захотите сделать поменьше, а не 10 сантиметров, да, высоту. Может быть, вы маленького роста, и для вас это будет величина 60,5 сантиметров. Длина изделия очень большая, поменьше сделайте. Откорректируйте эти размеры, выкройка у вас будет перед глазами. Поставьте свои мерочки, сделайте небольшой, девочки, пересчетик, и все у вас получится. Все свяжете четко, красиво получится. Очень красивый джемпер. Всем рекомендую его связать, тем более это новинка. В общем-то, брендовый такой свитерок, джемперок. Кстати, его можно, да, с ветерком связать, тоже будет красиво смотреться. Так, и я вам обещала, значит, как скос вот здесь, если вы захотите такую шикарную спинку сделать, да, как это сделать. То есть представьте, что у вас здесь скос, да, и представьте, что здесь у нас расстояние приблизительно, то есть от плеча, если мерить, это будет 21,5. То есть я 20 делаю, и плюс вот это так. Предположим, 21,5 сантиметр высота. Вот здесь я рисую. Это до плеча. 21,5. Да? Как нам сделать расчет? Также применяем вертикальную плотность. 21,5 переводим сантиметры в ряды. 21,5 мы умножаем на
нашу плотность по вертикали 2,7. Это займет 58 рядов. Я записала 58 рядов, да? Смотрите, у нас с вами, значит, 41 петля идет, вырез горловины. Ну, здесь у нас одна петля будет, ну, как бы она нам не нужна, центральная, да, по 20 петель. Справа и слева надо будет нам убавить с вами. То есть я пишу 20 петель, надо убавить. На высоте 58 рядов. Ну, тут элементарно, да? 58 рядов поделим на 20 петелек. Получим. Итак, и еще убавки у вас должны начаться ровно симметрично, так, чтобы не затрагивали эти убавки вот эти вот накиды, и вот это все соответствовало, понимаете, чтобы количество убавленных петель и накидов у вас совпадало. За этим нужно будет следить. То есть это не простая задача в таком ажурном узоре сделать ровную вот эту линию. Поэтому здесь нужен опыт, мои хорошие. Начинающим не рекомендую связываться с этим, запутаетесь. Так, все. Все, описание, как всегда, будет под видео. Значит, я желаю вам удачи. Обязательно свяжите себе такую красоту. Пряжу можете выбирать любую. По аналогии вяжите узор, образец. По аналогии со мной делайте расчет плотности. По аналогии делайте вот такой вот петельный расчет по выкройке. И все у вас получится, мои хорошие. Удачи вам!